3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Кота-квест. Как-то раз котята встретили своего друга Нудика на детской площадке. Привет, Нудик! Как ты круто умеешь держать равновесие! Ты тренируешься, чтобы быть клоуном в цирке? Да, но вообще-то я просто жду, когда на площадку кто-нибудь придет. Мне подарили билеты на пиратский Кота-квест. И там можно играть с друзьями. Хотите пойти? Конечно! Здорово! Миу, 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 миу. Мама привела котят на Кота-квест. Проходить квест котята будут сами, а мама будет ждать их у входа. Жду вас тут. Удачи! Ну что, юные пираты, в каждой каюте вас ждет задание. Если выполните все до того, как кончится отведенное время, получите приз. Круто! Я буду сообщать вам задания по радиосвязи. А теперь вперед! Я-ха-ха! Юные пираты! Случилась беда, пиратский корабль сел на мель. Ваша задача наполнить емкость водой, чтобы корабль мог плавать. Это я быстро сделаю. Нудик, ты мне мешаешь. Ты пускаешь воду не туда. Поздравляю! Вы справились с заданием! А теперь можете переходить в следующую каюту. В этом задании вам нужно на ощупь определить, что лежит в сундуке с сокровищами. Подглядывать нельзя. Я попробую. Что-то гладкое. По-моему, это кит. Или яблоко. Хотя... Давай я попробую. Это резиновая уточка. Все верно, юные пираты! А здесь вам нужно выбрать правильный ответ. Какая из этих картинок считается символом пиратов? О, я думаю, что это... Это третья картинка. Череп и две кости. Правильно! Двигаемся дальше. Молодец, Компот! Так я тоже хотел сказать череп, но не успел. Я хочу выйти из игры. Ты что? Осталось последнее задание, и мы получим приз. У вас все хорошо получается и без меня. Ну вот, мы так хотели пройти все задания, что совсем забыли про Нудика. А он нас позвал на Кота-квест, чтобы мы играли вместе. Я знаю, что надо делать. Нудик, прости нас, пожалуйста. Давай ты выполнишь главное задание Кота-квеста. А если я не смогу? Тогда мы не получим приз. Ну и ладно. Главное, чтобы всем было весело. Осталось пройти по канату над бушующим морем и опустить мост. Кто отважится на такое? Нудик! Поздравляю, котята! Вы прошли Кота-квест ровно в срок и в качестве приза получаете билеты в бассейн с шариками. Здорово! Миу, 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 миу. Привет, ну как? Вот. О, какие молодцы! Вот так котята поняли, что когда играешь вместе с друзьями, главное, чтобы весело было всем. Спектакль Бантика. Однажды Бантик пригласил котят и горчицу в гости, чтобы показать свой спектакль. Представляю мой спектакль. Красавица и чудесная скрипка. Прямо настоящий спектакль с актерами. И декорации будут. И музыка, и декорации, и музыка. А главное, это буду делать я. И спектакль будет великолепным. Здорово!
Надеюсь, он будет веселым, а то я спать хочу после обеда. Я принц волшебной страны. Я играю на чудесной скрипке. Ее музыка делает всех счастливыми. О! О! А я подземный король. Я ненавижу музыку и эту скрипку. Подземный король хочет разрубить скрипку мечом. Я спрячу ее в лесу. Ой, извините, не смог одной рукой. А давай я тебе помогу с декорациями. Тогда тебе будет легче. Какой жуткий лес! Прямо мурашки по хвосту! Ой! Нет, нет, эта музыка слишком рано. Тут должно быть страшно, а музыка пошла смешная. Хочешь, я помогу тебе включать и выключать музыку? Красавица спит уже целых 100 лет. О! Но я разбужу ее своей чудесной скрипкой. Ах, никогда раньше я не слышала такой чудесной музыки. И больше не услышишь. Я разрублю скрипку. Она замолчит навсегда. Нет, злой король, я не позволю. Принц, злой король, не ссорьтесь. Ха-ха-ха, тебе меня не одолеть. Это мы еще посмотрим. Давайте жить дружно. Только если он не будет трогать мою скрипку. Ну уж нет, ненавижу музыку. Стойте, стойте. Я уже совсем запутался. Кто хороший, кто плохой. Ах, ну вот. Я думал, спектакль будет великолепный, а он просто кошмарный. Плохой из меня актер. Да нет же, Бантик, просто ролей много, а ты один. Да, вот если бы я мог себя размножить, я бы прекрасно всех сыграл. Нет, 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 я знаю, что надо делать. Коржик, может быть, ты сыграешь подземного короля? Ага, всегда хотел попробовать тебя на сцене. Горчица. Может, сыграешь спящую красавицу? Красавицу? Это да, это я могу. А тем более спящую. У Бантика и котят получился замечательный спектакль. Ведь с друзьями все получается лучше и веселее. Сюрприз для мамы. Однажды папа задумал что-то очень секретное. Папа, а что ты делаешь? Тише, котятки. Я должен кое-что сделать на чердаке. Это сюрприз для мамы. Он ее очень порадует. Но пока что... обещаете? Обещаем! Миу, 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 миу. Тихо, котятки. Я пошел на чердак. Интересно, а что именно папа делает на чердаке? А может, папа хочет построить там для мамы бассейн?
А если мама придет на чердак раньше времени? Кисуля, стой! Я не успел! Значит, мы должны постараться, чтобы мама раньше времени ничего не узнала. Что это за шум? На чердаке, что ли? Мама, нарисуй мне рыбок, пожалуйста, а то у меня не выходит. Конечно, Коржик. Ой, я скоро приду и все нарисую. Мама, послушай, как мы поем. Тише, мыши, папа спит, не играет, не шалит. Мама, пой с нами. Милый папа, засыпай, а проснешься, поиграй. Вы так хорошо поете, котятки. Ой, пойду загляну на чердак. Похоже, там окно от ветра стучит. Мама сейчас увидит бассейн, и сюрприза не получится. Придется пойти на крайние меры. Ой, мой телефон. Алло? Алло, доченька! Мамуля, рада тебя слышать. Я тоже очень рада. Спасибо Компоту. Он позвонил и попросил перезвонить тебе, чтобы узнать, как у вас дела. Все хорошо. Ой, я же недавно закончила новую коллекцию одежды для детей. Там у меня такие кофточки полосатые, в горош. Компот, ты просто гений! Мама и бабушка могут часами разговаривать по телефону. Теперь папа все успеет. Ой! Папа упал в бассейн! Надо его спасти! Закрыто. Папа! Что случилось, котятки? Мы не можем сказать, иначе все пропало. Что пропало, Котя? И что у тебя с пальцем? Ну ладно, пришла пора все рассказать. Я просто решил сделать нашей маме сюрприз и собрал спортивный уголок. Ты ведь так хотела заниматься спортом дома, кисуля? Вот так сюрприз! Спасибо, Котя! А это я просто случайно себе молотком по пальцу попал. Это ничуть не хуже бассейна. Теперь мы все сможем заниматься спортом в любое время. Я знаю, что надо делать. Мы начнем тренировку прямо сейчас. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Приятные сюрпризы для близких – это очень здорово. Главное, чтобы сюрприз был хорошо подготовлен. Супергерои. Однажды Коржик, Карамелька и Компот рассматривали комиксы с разными супергероями. Ого, светокот может светить глазами в темноте, как фонарями. А Котомех может мгновенно стать пушистым. Мне больше нравится грозовая кошка. Она может пускать молнии. Быть супергероем так здорово. Ага, у каждого есть какая-то суперспособность. А давайте поиграем в супергероев. Придумаем себе суперкостюмы. И суперимена. А главное, суперспособности. Супер! Миу-миу-миу-миу. Котята мастерят себе костюмы супергероев. Силакот! Котоплащ, мегакошка, всех спасут! Ого! Прям настоящие супергерои.
Супергерои всегда кого-то спасают. А давайте я буду красивой кошечкой, которая попала в беду, а вы меня будете спасать. Давайте! Чур, я спасу Лапочку. Я Котоплащ, я умею летать. Кто-нибудь помогите. Ужас, она сейчас утонет. И я... Ты мой супергерой, Котоплащ. Нет, Лапочку будет спасать Сила-кот. Я обладаю огромной силой. Кто-нибудь помогите. Смотрите, метеорит из дальней галактики. Ты мой супергерой, Сила-кот. Нет, Лапочку буду спасать я, Мега-кошка. Я могу двигать предметы силой мысли. Кто-нибудь помогите. Ой, пожар. Ты моя супергероиня, Мега-кошка. К тому же Лапочка моя подруга, так что спасать ее буду я. Мы тоже дружим с Лапочкой. Да, пусть она сама выбирает. Эй! О! Меня будет кто-нибудь спасать или нет? Я уже устала ждать. Лапочка забралась на дерево. Котоплащ спешит на помощь! Все, спускайся, Лапочка, я тебя спас. Нет, это Мега-кошка! Я переношу тебя на землю силой мысли. Все, слезай. Нет, я так не играю. Будет некрасиво, если я сама буду слезать. Какое же это спасение? Ну, у нас же на самом деле нет никаких суперспособностей. Мы не можем спасти тебя по-настоящему. Ну вот, только я сюда залезала. Ой! Ой! Кто-нибудь помогите! Лапочка может упасть на кактус. Что же делать? Я знаю, что надо делать. Коржик, держись за дерево, а ты, Компот, хватай плащ Коржика и тяни его назад как можно сильнее. Лапочка, прыгай! Ого, вы правда спасли Лапочку? Ага, с помощью супермысли Карамельки, суперсилы Компота и суперплаща Коржика. Спасибо, вы все мои супергерои. Похоже, вместе мы и правда многое можем. Супер! Миу, 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 миу. Спасите теперь меня. И меня! Оказывается, суперсила котят в их крепкой дружбе. Ведь вместе они суперкоманда «Три кота». Закон экономии. Однажды мама задала любопытный вопрос. Интересно, а кто ночью ходил на кухню и забыл выключить свет? Это я захотела попить и пошла на кухню. Я подумала, вдруг еще кто-то захочет попить. Придет на кухню, а там уже светло. А если ночью никто больше не придет на кухню, свет будет гореть зря. А это что, плохо? Конечно, мы должны беречь электричество. Вы знаете, откуда оно берется? Нет. Электричество создает электростанция, которая посылает его по проводам в каждый дом. Чем больше всего включают, тем больше тратится электричество. И если электричество будут тратить слишком много, то электростанция может сломаться. Воду, кстати, тоже надо экономить, а то она может закончиться. Котята подумали, что электричество и правда может закончиться. Вот так. Теперь мы сэкономим немного электричества. Можно сэкономить больше. Надо выключить все, что не нужно. Здорово! Миу, 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 миу. Сначала котята выключили свет везде, где он был не нужен. Ай, кто выключил свет?
в туалете, и я же тут, Прости, папа, мы думали, там никого нет. Фух, что мы еще не выключили? Я знаю, как выключить свет сразу во всем доме. В подвале есть панель управления. Так чего мы ждем? На панели управления есть кнопки, отвечающие за свет, воду и тепло. Итак, свет выключен во всем доме. А? Лампочки, что ли, перегорели? О, мы можем еще и воду отключить. Котенька, у нас нет ни света, ни горячей, ни холодной воды. Даже не знаю, как теперь готовить суп. А я отключу отопление. В доме и так тепло. Может, воду и электричество во всем городе отключили? Ой! Мама, папа, знаете, что мы сделали? Мы выключили свет на пульте управления. Так вот в чем дело. Пойду включу его. Осторожно, Котя, не упади. О, кисуля, тут кто-то и воду отключил. Так это я отключил, чтобы сэкономить воду. И отопление выключили. А это я выключила. Хотела сэкономить тепло. А вот, наткнулся на что-то в темноте. Нужно приложить лед. Ну вот, из-за того, что отключалось электричество, холодильник перестал морозить. Ой, закройте его скорее, а то у нас и так прохладно. Ничего, скоро дом нагреется, а пока можно укутаться в теплые пледы и попить горячего чая. Мы просто хотели побольше всего сэкономить. Но у нас ничего не вышло. Котятки, мы очень ценим ваши старания, но экономить это не значит не пользоваться вообще. Просто надо пользоваться бережно. Я знаю, что надо делать. Мы будем выключать свет, выходя из комнаты. И выключать воду, когда чистим зубы. А я повешу на кухне датчик движения. Он будет включать свет, если кто-то входит, и выключать, когда никого нет. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что электричество и воду надо беречь и пользоваться ими, лишь когда это необходимо. Автосервис. Как-то раз котята вместе с папой ехали в гости к дедушке. Ой, кажется, с нашей машиной что-то не так. Надо посмотреть. О, похоже, котятки, поездка к дедушке откладывается. Ну вот. А ты не можешь починить машину? К сожалению, это не так просто. Наша машина перегрелась. Вот, смотрите. У машины температура, она заболела. Можно и так сказать. А вылечить ее могут в автосервисе. Это как больница для машин. Больница? Хотите поехать и посмотреть, как будут чинить нашу машину? Да! Здорово! Миу, 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 миу. Машину в автосервис везет эвакуатор, а папа и котята едут на такси. Ого, как тут круто! А вот и машинный доктор, механик автосервиса. Здравствуйте! Привет! Наша машина перегрелась. Дайте ей таблетку от температуры, чтобы мы скорее могли поехать к дедушке. Машины лечат не так, как нас. Хотя сперва мы тоже слушаем мотор, как врачи слушают сердце. Ой, как она хрипит и стучит. Когда мы починим ей мотор, она перестанет так шуметь. Но наша машина не хрипит и не стучит. Что же с ней не так? Сейчас мы это узнаем. Ага,
сломалась система охлаждения. Но мы разберемся, почему это произошло. А долго надо разбираться? В этом деле не стоит спешить. Заглянем под машину. Нет, котятки, нужно поднять автомобиль. А делает это специальный механизм. Вот в чем проблема. Продырявилась вот эта трубка. Видите? Нужно заменить ее на новую. Ну вот, менять. Давайте просто заклеим ее пластырем и поедем к дедушке. Да, мы же заклеиваем свои царапины, и они сами проходят. Наш организм сам умеет заживлять царапины, а у машины само ничего не проходит. Бедненькая. Поэтому здоровье машины нужно периодически проверять. Это поможет избежать поломок в дороге. Папа, а ты давно проверял машину? Ну, вообще-то, да. Пожалуй, пора сделать очередной осмотр. Ничего не о. Здоровье машины тоже важно. Я знаю, что надо делать. Мы не поедем сегодня к дедушке. Пусть нашу машину осмотрят и починят. Согласен. А то мы потом еще куда-нибудь не доедем. Котята решили никуда не торопиться, чтобы механик спокойно сделал свою работу. Ну что ж, я заменил дырявую трубку и все проверил. Тормоза в порядке, и все остальное тоже в хорошем состоянии. Значит, наша машина полностью здорова? Да, работает как часы. Спасибо огромное. Ну что, котятки, поехали домой. Да! Хотя с машиной теперь все в порядке, котятам немного грустно, что они не увиделись с дедушкой. Привет, мои дорогие! Дедушка! Я узнал, что у вас сломалась машина и решил сам приехать, чтобы повидать вас. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что машину нужно иногда возить в автосервис и проверять ее состояние. И тогда приятные встречи обязательно состоятся. Мама заболела. Однажды мама простудилась и осталась в постели. Завтракайте, котятки! О, а я отнесу маме кашу и мед с лимоном. Бедная мама, болеть так неприятно. Ага, надеюсь, она быстро поправится. А давайте поможем ей. Сделаем для нее что-то хорошее. Точно! Хорошее настроение прогонит болезнь. Здорово! Миу, 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 миу. Дедушка говорит, что смех лучшее лекарство. Тогда устроим маме представление клоунов. Мама посмеется и сразу поправится. Грелка к ногам, кисуля. И съешь ложечку меда с лимоном. Спасибо, Котя. Сейчас мы покажем самое смешное представление. С лечебным эффектом. Эй! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, маме не смешно. Котятки, поиграйте в своей комнате, пожалуйста. К маме сейчас заходить нельзя, а то вы можете заразиться. Как же нам помочь маме, если к ней нельзя заходить? Можно устроить концерт на улице. Давайте! Я слышал, музыка тоже лечит. Дождь закончился, и котята готовы устроить концерт на улице. Раз, два, три, начали! Ой, Котя, что там за шум? Котятки, пожалуйста, репетируйте в другом месте. Маме нужна тишина и покой. Как же нам порадовать маму, если ее нельзя беспокоить? Можно, пока мама отдыхает, испечь ей торт.
Но мы же не умеем печь торты. Я видел, как папа это делает. Нам понадобятся яйца И мука. Ой! Котятки, что за грохот? Ого! Мы просто хотели испечь торт для мамы. Чтобы она поскорее поправилась. Спасибо за заботу, мои хорошие. Но вам нужно просто подождать, когда мама выздоровеет, а я сделаю для нее все необходимое. Жалко, что погоду не смогу сделать солнечной. Ага, солнышко порадовало бы маму. Я знаю, что надо делать. Смотри, Котя, вышло солнышко. Какое прекрасное солнышко сделали наши котятки. Это так поднимает настроение, я даже почувствовала себя лучше. Вскоре мама стала поправляться, и котятам разрешили ее навестить. Мама! Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше. Вы меня очень приободрили, и отдых в тишине очень помог. Спасибо за вашу заботу. Здорово! Миу-миу-миу-миу! О, Котя, быстро ложись в постель. Теперь моя очередь за тобой ухаживать. А мы нарисуем папе радугу. Вот так котята поняли, что внимание и забота – лучшее средство против любой простуды. Деревья. Однажды мама, папа и котята отправились в парк погулять. Ничего не понимаю. Это наша любимая лужайка? Конечно, наша. Вот кусты рябины, а там большой камень. Только на месте деревьев теперь стоит эта беседка. Эти деревья повалил сильный ветер, пришлось их распилить, а вместо них поставить беседку. Ну вот. Жалко. Без деревьев уже не так красиво. Ой, что это? Смотрите, как их много. Это желуди. Если желудь посадить в землю, из него вырастет дерево. А давайте посадим где-нибудь эти желуди, и из них вырастут разные деревья. Так не получится. Из желудей вырастают только дубы, а другие деревья из других семян. Да. И сначала нужно вырастить саженец, а потом пересадить его в землю. Давайте купим в магазине семена, вырастим саженцы и посадим их у нашего дома. Здорово! Миу-миу-миу-миу! Мама привела котят в отдел садоводства, чтобы они выбрали деревья, которые хотят вырастить. В каждом пакетике лежит семечко, из которого вырастет дерево, нарисованное на упаковке. Я посажу березку. Мне нравится ее белый ствол с пятнышками. А я посажу дуб. Он большой, и на нем растут желуди. А я тогда посажу клен. У него осенью самые веселые листья. Дома котята посадили семена в горшочки, чтобы они дали ростки. Ну и где мой клен? У меня тоже ничего не выросло. Мама! Нам продали бракованные семена. Котятки, саженцы так быстро не появляются, им нужно время. И сколько нам ждать? Чем лучше вы будете о них заботиться, тем быстрее они вырастут. Ты, березка, давай, поскорее вырастай. Когда ты вырастешь, я сразу посажу тебя в нашем дворе. А потом на тебе вырастут желуди. Смотри, какие они классные. Прошло несколько дней, а ростки все не появлялись. Мама, моя березка что-то не растет. Мой клен тоже, хотя я уже 100 раз его просил. Тут нужно много терпения. Деревья в парке тоже долго росли. Смотрите, мой дуб, он наконец-то вырос. Разве это дерево? Это какая-то трава. Где ствол, где ветки? Они появятся потом. Сперва росточку надо окрепнуть. Правильно, Компотик. Когда он подрастет, мы пересадим его на газон. Пойду потороплю свой клен. А я свою березку. На следующий день показались ростки березки и клена. Что-то ты, березка, медленно растешь.
Ну расти же скорее, скоро лето кончится. Давай, не ленись, а то береза и клен тебя обгонят. Котята ежедневно заботились о саженцах, и они росли все выше и выше. И вот наступил важный день. Ну что ж, наши саженцы окрепли, и теперь их можно пересадить в землю. Ура! И потом, через несколько лет, они превратятся в настоящие деревья. Несколько лет? Да мы успеем состариться. Как можно так долго расти? Все деревья растут долго, зато потом они долго живут. Вот смотрите, какими были наши деревья в парке, когда я был маленьким. А вот какими они стали. И ваши ростки будут не хуже. Я знаю, что надо делать. Мы сделаем из этих ростков настоящий лист для наших игрушек. И, кстати, мы с мамой тоже вырастили у себя в комнате несколько будущих кедров, сосен и яблонь и... Тополей. Точно, тополей. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Ух, теперь бы не заблудиться в таком густом лесу. Не всегда то, чего хочешь, появляется быстро. Иногда приходится подождать. Но результат того стоит. Только спокойствие. Однажды Карамелька сыграла братьям мелодию, которую сама сочинила. Какая чудесная мелодия! Карамелька сама ее сочинила. Ничего себе! Думаю, эта мелодия понравится дяде Кексу. Он ведь у нас тоже артист. Приглашу-ка я его к нам в гости сегодня вечером, и Карамелька перед ним выступит. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Ой, выступить перед дядей Кексом? Я должна подготовиться. Карамелька хочет сыграть для дяди Кекса без ошибок, поэтому репетирует уже целый час. Карамелька, ты все давно выучила. Пойдем играть в мячик. Или ловить бабочек. Не могу, мне надо еще репетировать. Котятки, вы сегодня так и не выходили на улицу. Погуляйте немного перед обедом. Ну, если только ненадолго. И дудочку я возьму с собой. А что это за мелодия? Это я сочинила. Ого, сыграй нам. Не так. Ой, нет. А сейчас. Карамелька, по-моему, утром ты играла как-то иначе. Это все от волнения. А вдруг я перед дядей Кексом тоже все напутаю? Тебе надо просто успокоиться. Я могу дать тебе для выступления красивое платье. Я в нем чувствую себя уверенно. Ай! Твое платье будет мне велико и выйдет только хуже. А мне помогает успокоиться спортивные упражнения. Ну, не знаю. Нет, не надо упражнений. От них я только устану. Тогда хватит репетировать. Сиди и отдыхай. Мы даже не будем играть, чтобы тебя не беспокоить. Котята стараются вести себя очень тихо, но от этого Карамельке становится как-то не по себе. Ой. Нет, это не помогает. Я стала волноваться еще больше. Как же тебя успокоить? Я знаю, что надо делать. Мы скажем дяде Кексу, чтобы он сегодня не приходил. Тогда я точно перестану волноваться. Но когда котята вернулись домой, их ждал сюрприз. Котятки, дядя Кекс приехал пораньше. Ой. Привет, котятки. Жду не дождусь послушать наше юное дарование. Прости, дядя Кекс, я не смогу сыграть тебе мелодию. Я слишком волнуюсь. Ничего страшного. Многие артисты волнуются перед выступлением. Даже я. Правда? Ну, конечно. Но я покажу вам отличный способ, как справиться с волнением. Закройте глаза и представьте, что мы на природе. Теперь глубоко вдыхаем и медленно выдыхаем. Вдох, 2,
3, 4, 5. Вдох, 2, 3, 4, 5. Вдох, 2, 3, 4, 5. Выдох, 2, 3, 4, 5. Это называется дыхательная гимнастика. Она помогает успокоиться. Кажется, Компот больше всех успокоился. Спасибо, дядя Кекс. Я теперь совсем не волнуюсь и готова к выступлению. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот так дыхательная гимнастика помогла Карамельке успокоиться и сыграть свою мелодию без единой ошибки. День страшилок. Однажды Коржик, Карамелька и Компот по городской традиции отмечали День страшилок, когда все надевают страшные костюмы и пугают друг друга. Я буду чертиком. А я буду ведьмочкой. А я буду скелетом. Ура! Миу-миу-миу-миу. Бу! Страшно? Ого! Мои котята самые страшные на свете. Да это же просто герой моих ночных кошмаров. Вроде нас все боятся. А кто же напугает нас самих? Нас трудно напугать. Мы слишком смелые. А давайте позовем наших друзей. Может, они нас напугают? Первой пришла Лапочка. Лапочка, пугай. Я самая красивая и страшная принцесса пауков. Лапочка совсем не страшная. Ну да, зато и красивая. Следом пришел Сажик. Сажик очень любит всех пугать. Я черный вампир. Кому было страшно, поднимите руки. Не страшно ни капельки. И тут зашли мама и папа. Ну, как проходит день страшилок? Что-то нам совсем не страшно. Говорите, не страшно. Ну что ж, мы с папой сходим в магазин, а вы пока украсьте гостиную. Да поужаснее. Точно, ужасные украшения. Коржик рисует сердитые рожицы. Лапочка вырезает из бумаги паучков. А все остальные делают из салфеток привидения и летучих мышей. На счет 3 оборачиваемся и пугаемся. 1, 2, 3. Ой, как красиво получилось. Но опять не страшно. А давайте рассказывать страшные истории. Сажик знает много страшных историй. В одном черном городе. Что это пока не страшно. Я знаю, что надо делать. Ух ты! В одном черном городе. Мне страшно. Трусиха, он еще ничего не рассказал. Карамелька, зачем ты погасила свет в прихожей? Это не я. А кто? Кажется, там кто-то есть. Может, это просто ветерок? А может, это привидение? Или черная летучая мышь? Если там кто-то есть, то я легко его прогоню. Там целых 2 летучих мыши, и каждая размером с кота. А вот и летучие мыши. Бу! Всем бояться! А ведь эти летучие мыши и правда размером с кота. Как здорово, вы нас напугали. Я чуть не описался.
А вы просто замечательно украсили гостиную. Это так красиво, что даже страшно. А теперь сюрприз! Карамелька, свет! Папин торт ко дню страшилок оказался страшно вкусным. Но главное, что в этот вечер все не только пугались, но и радовались вместе. Тихий час. Как-то раз котята обедали в гостях у бабушки. А теперь, котятки, тихий час. Будете спать вон в тех гамаках на свежем воздухе. Спать днем? Но мы ведь уже не маленькие. И мы собирались пускать мыльные пузыри. Это интереснее, чем просто спать целый час. Вы будете не просто спать, а отдыхать. К тому же во сне могут прийти интересные мысли. Например, один великий химик придумал во сне таблицу с химическими элементами, и это стало научным открытием. Один великий художник специально засыпал и просыпался, чтобы нарисовать то, что ему приснилось. Вот это да! Ладно, пусть будет тихий час. Здорово! Миу, 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 миу. Что-то я не хочу спать. Я тоже. Раз так, давай пускать мыльные пузыри. Ой, Коржик, Карамелька, а что же вы не спите? А нам это... О, комары спать мешают. Бабушка вешает над гамаками специальные сетки от насекомых. Вот теперь они вам мешать не будут. Отдыхайте, котятки. Надо идти пускать пузыри там, где нас бабушка не заметит. Котятки, Ой, вы опять не спите? А нам уточки мешают. ага, все крякают и крякают. Не уснуть никак. Ой, они, наверное, голодные. Сейчас мы их покормим. Ну вот, теперь не будут крякать. Но Коржик и Карамелька не хотят спать в тихий час. Ой, ой. Ой. Коржик, Карамелька, привет! Тише, у котят тихий час. Ой, что-то не похоже. Не нужен нам этот тихий час, бабуль. От него никакой пользы. А вот и есть польза. Я придумал во сне, как можно надуть сразу много-много пузырей. Ух ты! Компот, ты гений! Я знаю, что надо делать. В следующий раз мы тоже будем спать в тихий час. Тогда и нам могут присниться гениальные мысли. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что тихий час на самом деле очень полезен.
Каратисты. Однажды котята играли на улице и увидели своего друга Сажика. Эй, Сажик, привет! Поиграешь с нами? Привет! Спасибо, но я сейчас не могу. Я иду на карате. Пока. Какой Сажик молодец! Ни одной тренировки не пропускает. Ага, он станет крутым каратистом. Я тоже могу стать крутым каратистом. Кия! Сегодня попрошу маму купить мне форму. Ты будешь заниматься карате? Здорово! Миу, 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 миу. Мама купила Коржику кимоно с белым поясом для занятий карате. Та-дам! Видали? Я крутой каратист. Хия! Ху! Уай! Тш! Ху! Вообще-то пока еще не крутой. Тебе надо сперва походить на тренировки. Да ну их! Я и так умею ногами махать. Хия! Тш! Ху! Уа! Хия! Ху! Ха! Хи! Хия! Ха! Хия! Тш! Ху! Ха! О, Коржик, ты тоже решил заняться карате? Пойдем со мной на тренировку? Не, у меня и так хорошо выходит. Это же просто. Это совсем не просто. И надо заниматься с тренером. Он поможет исправить твои ошибки. Сажик прав. Надо заниматься с тренером. Тренер не нужен. В интернете полно видео про карате котят. Легкотня. Я тоже так могу. Смотрите. Хей-я! Извини, Коржик, но ты делаешь совсем не так, как они. Распечатаем позы на принтере. Тогда их точно повторю. Руки шире, Ху! ногу выше, спину прямее. О! Ай. Ой, да какая разница? Я все равно выгляжу круто. Хия! Нашим друзьям понравится. Коржик решил показать друзьям, какой он крутой каратист. Сейчас я выбью этот мяч ударом с разворота. О, звучит круто. Хия! Ой! Ой. Нет, нет, я сейчас. Хия! Да, костюм у тебя красивый, а прыгаешь ты так себе. Одного костюма мало, надо тренироваться. У меня тоже сначала не получался этот удар. Зато теперь... Ух ты! Круто! Значит, все дело в занятиях с тренером? Конечно! Тренер учит тебя разным движениям, а потом ты их отрабатываешь. Чем больше тренировок, тем ты ближе к мастеру. А цвет пояса показывает, насколько ты крутой. Белый пояс дают новичкам, желтый – это уровень повыше. Потом идет много других поясов. Но самый крутой – это черный пояс, потому что это пояс мастера. Я тоже хочу стать крутым каратистом, как ты, Сажик. Я знаю, что надо делать. Надо ходить на тренировки вместе с Сажиком, потому что он их никогда не пропускает. И поэтому у меня уже зеленый пояс. О! Сажик, можно мне ходить вместе с тобой? Обещаю не пропускать. Конечно, можно. Коржик упорно ходил на каждую тренировку, а вскоре состоялись показательные выступления. Ура! У меня теперь желтый пояс! Да, он означает, что у Коржика все очень хорошо получается. Как же хочется получить черный пояс! Ух ты! Если упорно тренироваться, то и черный обязательно получим. Здорово! Миу, 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 миу. Так Коржик узнал, что крутого каратиста можно определить по цвету пояса. Но чтобы получить такой пояс, нужно много тренироваться. И делать это лучше всего с друзьями. Откуда берется мед? Однажды котята приехали погостить к бабушке. Привет, бабушка! Приехали, мои сладкие. Как я по вам соскучилась. Мы тоже соскучились, бабушка. Пока! 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 У меня для вас есть кое-что вкусненькое. Знаете, что в этом горшочке?
Наверное, сметана? И вовсе не сметана. Там. Я знаю, там сливки. Или нет, варенье. Или... В этом горшочке мед. Самый свежий. Садитесь, котятки, будем пить чай с медом. Здорово! Миу, 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 миу. Ой, пчела. Испугался? А чего это она разлеталась? Наверное, хочет забрать бабушкин мед. Пчела, не трогай мед, он бабушкин. Котятки, что случилось? Мы спасаем твой мед. Пчела хочет его забрать. И сердито говорит жу-жу-жу-жу. Пчела сердится, потому что вы машете лапками. А вдруг она заберет у тебя мед? Наоборот, котятки, это я взяла мед у пчел. Как это? Они тебе его подарили на день рождения? Или пчелы подарили тебе мед за то, что ты связала им полосатые свитера? Или есть специальный пчелиный магазин, где можно купить мед? Ой, ну и фантазия у вас, котятки. А откуда же пчелы берут мед? Они делают его сами. Если мы узнаем, как пчелы делают мед, то сможем потом и сами его делать. Главное, чтобы они нас не заметили. Они перелетают с цветка на цветок. Значит, мед есть в цветах. Не вижу тут никакого меда. А его тут и нет, котятки. С цветов пчелы собирают нектар и несут его в свои домики ульи, чтобы там делать мед. Значит, нам надо подобраться к их домам, и тогда мы увидим, как они это делают. Я к этим ульям не пойду. Там этих пчел как-то многовато. Ничего страшного, котятки. Мы с вами наденем специальные защитные костюмы. Вот, эти домики называются ульи. В них пчелы живут и делают мед. А можно посмотреть? Лучше не надо. По-моему, пчелам это не понравится. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. А по-моему, пчела просто танцует. Правильно, Карамелька. Этим танцем она показывает другим пчелам, что нашла новое место, где есть медоносные цветы. А это пчелиные соты. Какие ровненькие. Как по линейке. Пчелы льют в соты нектар и убирают из него лишнюю воду. А дальше секрет. Это тайна? Нельзя рассказывать? Нет, секрет – это такое специальное вещество, которое пчелы добавляют в нектар, чтобы он превратился в мед. Я дам вам с собой мед в сотах, чтобы вы угостили папу и маму. А пчелы не рассердятся, что мы взяли их мед? Не рассердятся, они сделают еще. Ура, мы принесем домой мед, как настоящие пчелы. Мы медовые котята. Здорово! Жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Вот так котята узнали, что мед делают пчелы. И что пчелы много и упорно трудятся. И поэтому мед такой полезный и вкусный. Майский жук. Однажды майским днем на улице было очень жарко. Фух, сегодня дома так душно, надо немного проветрить. Ой, так гораздо лучше. Ой. Это майский жук. Их сейчас на улице полно. Видимо, он заблудился и случайно попал к нам в дом. Да, похоже, пора ставить сетки на окна. Ой, пойду достану их из подвала. Кстати, а вам задание – выпустить этого жука на улицу. Выпустить жука! Здорово! Миу, 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 миу. Наша задача – поймать жука и отправить его на улицу. А может, просто открыть дверь, и жук сам вылетит?
А вдруг не вылетит? А с улицы еще жуки налетят. Ой! Начинаем операцию «Ловушка». А приманкой будет вкусная конфета. Котята ждут, когда жук залетит в их ловушку. Ну давай же, садись уже. Он сел, дергаем. Попробуем еще раз? Нет, это долго. Начинаем операцию «Охота». Я застрял. Вот он. Ой, прости. Компот, лови его. Поймал. Этого жука невозможно поймать. Поймала! Молодец, Карамелька! Что-то он затих. Может, заснул? Вот глупый. Он что, не видит, что там стекло? Смотрите, он не может перевернуться. У жуков так бывает, когда они падают на спину. Как-то жалко его. Не хотел бы я быть на его месте. Ой, чтобы на меня еще и охотились. Я знаю, что надо делать. Надо начать операцию «Спасение». Поможем жуку выбраться из нашего дома. Теперь котятам остается только вынести жука на улицу. Здорово! Миу, 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 миу. Вместо того, чтобы охотиться на жуков, лучше просто помогать им возвращаться на улицу, если уж они случайно заблудятся и попадут в дом. Выставка динозавров. Однажды Компот увидел на обложке журнала рекламу выставки динозавров. Ой, смотрите, у нас в городе проходит выставка динозавров. Я так их люблю. Давайте сходим. Я бы тоже посмотрел на этих чудищ. И я тоже. Это будет так здорово! Миу, 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 миу. Мне очень жаль, котятки, но это журнал за прошлую неделю, и выставка динозавров уже закрылась. Но если выставку будут проводить снова, то мы обязательно на нее сходим. Компот очень расстроился из-за выставки динозавров. И Коржик с Карамелькой решили его отвлечь. Эй, Компот, давай поиграем в строителей. Этот кран похож на бронтозавра. Жаль, что я не увижу его на выставке. Компот, давай запускать самолетики. Самолетик. Он напоминает мне птеродактиля. Компот, пойдем на улицу играть с друзьями в футбол. Мяч так похож на яйцо динозавра. Ай, идите без меня. Эй, идите сюда. На детской площадке котята о чем-то договорились.
Коржик и Карамелька пошли домой, а их друзья отправились готовить сюрприз для Компота. После обеда Компот снова собрался почитать книгу про динозавров. А знаешь, Компот, лучше всего читать книжки на свежем воздухе. Мне и дома хорошо. Эй, подождите! Отдайте! Компот, мы приглашаем тебя на выставку динозавров, которых мы сделали сами. Сюрприз! Вообще-то динозавры не были такими разноцветными, и шариков у них не было. Бантики они тоже не носили, и глаза у них не светились. А это не динозавр, а какой-то бумажный дракон. Динозавры и драконы, какая разница? Между прочим, все для тебя старались. Ах, спасибо, что хотели меня порадовать. Но у вас вышли сказочные чудища, а не динозавры. Мы просто хотели сделать их поинтереснее. Но динозавры и так интересны. У одних были очень длинные шеи, у других огромные челюсти, у третьих рога или гребни. И мне нравятся динозавры, потому что они жили не в сказках, а на самом деле. Да, надо было побольше узнать про все это перед тем, как делать выставку. Я знаю, что надо делать. Мы сделаем еще одну выставку динозавров. Точно! А Компот нам в этом поможет. Из проволоки и бумаги под руководством Компота котята сделали новых динозавров. И теперь они выглядят почти как настоящие. Наша выставка динозавров открыта! Здорово! Миу, 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 миу. Вот это да! Как живые! Итак, это стегозавр, это птеродактиль, это тираннозавр, а это бронтозавр. А вот такие динозавры разве тоже существовали? Нет, таких не было. Это особый вид. Динозавры фантастические. А вот этот с бантиками, наверное, называется бантозавр. Вот так Компот все-таки попал на выставку динозавров. А другие котята смогли получше узнать этих древних ящеров. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3 кота, 3 кота, 3 хвоста.